Когда мы это поняли, ну, не буду отбирать лавру у своей коллеги, когда моя коллега это поняла, а я это увидел, мы поняли, что это надо делать. Это надо делать, потому что это неимоверно на самом-то деле. Мы немножко прозрели. Смотрите, мое предыдущее видео, посвященное украинскому параду, который чудесным образом очень сильно напоминает парад в честь Великого Октября, дай бог памяти 1977 года, стал хиточком, что, в общем-то, и не удивительно, да. Но впоследствии я посмотрел, как отзывались СМИ украинские, российские и те, которые действуют на Украине, но считают себя российскими, на парад, как они отреагировали. И я увидел, что с одной, что с другой стороны, какую-то ахинею, честно. С одной стороны рассказывали, не аргументируя ничем, что этот парад плохой, а с другой стороны, с украинской, рассказывали, этот парад такой хороший, что дальше просто некуда. Вот пример. И судя по тому, как брызжут слюной в социальных сетях любители Путина и вообще русского мира, празднование Дня независимости их таки зацепило. Ну, а это вы знаете, самое главное, оказывается, мы делаем парады не для себя, мы делаем парады для того, чтобы их позлить. И это так круто, выбрасывать миллионы гривен для того, чтобы их позлить, потроллить и так далее. Причем сильно, а значит, парад был нужен. Более того, политически необходим. Политически, понимаешь, необходим был нам парад. После проведенного праздника даже самые скептики сказали: да, это было круто. Даже самые скептики сказали. Это какое-то новшество, по всей видимости, в русском языке. Или на каком языке он говорит, я уже не понимаю. Даже самые отъявленные скептики сказали. Ну, журналистика 89 уровня. Что тут не убавить, не прибавить. А что сказал некогда братский народ, может почитать любой желающий, зайдя на пророссийские сайты. Это очень важно, что написал братский народ. Все, что мы делаем, нам надо сделать и сразу же, моментально, еще даже не посмотрев, получилось ли или нет, бежать уже смотреть, а что ж там наш некогда братский народ сообщил. У них танки глохнут прямо на парадах, переворачиваются на учениях, а ракеты взрываются еще при запуске. И это рассказывают на украинском телеканале. Даже как-то вроде неудобно слушать, да? А значит, наш президент был прав, когда говорил, что собирается продемонстрировать врагу мощь украинской армии. Вот-вот, мы уже почти подобрались к мощи украинской армии. И она, к великому разочарованию бывших братьев, оказалась одета не в шаровары и вышиванки, а в ультрасовременную и, главное, красивую новую форму. Ультрасовременную, главное, красивую. Ожидали увидеть голую боссу украинскую армию, а получили нечто совсем другое. В Кремле до сих пор не осознали, что за 2 года в Украине родилось совершенно новое войско. Наматываем на ус. Вы поймете, к чему я это показываю. За 2 года совершенно новое войско. Я слышу это по всем телеканалам, что на самом деле поразили мощью. Сейчас поражу вас. Это был парад воли и духа. Хрупкое человеческое тело может сломаться, железная техника может подвести, а наши воля и дух несгибаемы. Так вы хотели бы на Крещатик свою волю и дух, зачем надо было танки гонять? А значит... Товарищ Москаль, на Украину шуток не скаль. О, мудрейшая фраза, которая разошлась миллионными тиражами, потому что темники спустили, все СМИ подхватили. Мудрейшее изречение Порошенко, который процитировал Маяковского. Я любитель Маяковского, АМ. И я могу сказать, что на самом деле Маяковский этим хотел сказать, что, смотрите шире, не смейтесь над украинцами, которых вы представляете исключительно шароварными, там борщ, да, сало. Они шире, они глубже, и вы их не знаете. И это говорит Порошенко, цитирует, в контексте того шуток не скаль, он даже, наверное, не понял, о чем этот стих. Порошенко, лидер государства, в котором государственной политикой становится культ вышиванки. Узнали президента? Это 2008 год. 2008 год. Парад на Крещатике. На державний прапор України! Струнко! На державний прапор України! Струнко! Оно здесь все одинаковое, потому что, оно и должно быть все одинаковое. Гимн-то у нас тоже не изменился. Эти все движения тоже одинаковые, потому что они всегда одинаковые. Товаришу міністре оборони України! Війська для параду
17-ту річницю незалежності України вишикувані. Товариші міністри оборони України, війська для параду з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України вишикувані. Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Вітаю вас з 25-ю річницею! Поздравляю вас з 17-ю річницею! Послушаем теперь Виктора Андреевича Ющенко. Это 8 лет назад. Послушаем, какие у него приоритеты. Перший – це є безпека нації. Ми повинні прискорити роботу з набуття членства в загальноєвропейській системі безпеки. Свежо предание, но верится с трудом. НАТО, опять-таки, НАТО. Что там Порошенко сейчас рассказывает? Що, на мою думку, продемонструє цей парад? Суспільство побачить свою нову армію. Ну что, готовы? Готовы? Теперь вы увидите новую украинскую армию. Ту самую армию, о которой рассказали на всех телеканалах. То самое новейшее вооружение, от которого вата просто ушла в песок от страха, от которого дрожит Кремль, дрожат древние стены Кремля, от которого дрожит весь мир. Потому что весь мир смотрел на этот парад и дрожал просто от восхищения, а кто и от страха. Итак, вы готовы? Начали, я не комментирую. Кроком! Руш! Кроком! Руш! За встановленою традицією парад військ відкриває рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Військовий парад відкривають наймолодші учасники урочистого заходу – ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Першими на Майдані до Майдану Незалежності наближаються воїни механізованої роти на бронетранспортерах БТР-80. Завершують військовий парад бронетранспортери БТР-80. Ці бойові машини піхоти БМП-2, керують якими кращі військовослужбовці. Бойові машини БМП-2 знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Хрещатиком проходять бойові машини піхоти БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. На Хрещатику і на Майдані Незалежності бойові машини десанту БМВ-2, які знаходяться на озброєнні парашютно-десантних частин та підрозділів Збройних сил України. Машини БМВ-2 десантують На головній вулиці столиці бойові машини десанту БМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. механізована рота на автомобілях «Хаммер» 95-ї окремої аеромобільної бригади. Автомобіль «Хаммер» є багатофункціональним і призначений для транспортування вантажів і особового складу. На автомобілях «Хаммер» машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Танк Т-64 М-Булат є результатом проведення глибокої модернізації танків другого покоління, сучасною розробкою українських майстрів Харківського конструкторського бюро імені Малиша. Бойова машина «Булат» – розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Батарея 122-мм самохідних гармат 2 С-1 «Гвоздика», які призначені для ураження броньованих цілей, фортифікаційних споруд та живої сили противника. Це батарея самохідних гармат 2 С-1 «Гвоздика» 72-ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортифікаційних споруд та живої сили противника. Вы вообще осознаете, что происходит? 8 лет прошло. 8 лет. За вот последние 2 года мы создали новую армию. Прошло 8 лет. На озброєнні сухопутних військ України знаходяться сучасні засоби протитанкового враження, серед яких є 100-мм протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». Серед ефективних засобів протитанкового ураження – протитанкова гармата «Рапіра». Бойові машини ракетної артилерії БМ-21 «Град». На Хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню ПМ-21 «Град». Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч».
Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч». Вы понимаете, что они даже не парились? Они даже текст, который зачитывают, взяли 8-летней давности. Батарею ракетних комплексів «У» на параді представляє 19-та ракетна бригада сухопутних військ. Батарею ракетних комплексів «У» на параді представляє 19-та ракетна бригада. Комплекс «У» призначений для ураження наземних засобів розвідувально-ударних комплексів. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів. До трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів «ОСА». До трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів «ОСА». Цей комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ. Комплекс здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів. І здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів. На марші самохідні вогневі установки БУК-М1. На марші самохідні вогневі установки БУК-М1. Зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід». Зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід». Цей комплекс призначений для знищення ракетами класу «Земля-повітря» повітряних цілей, що летять у всьому діапазоні висот. Цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот. Кошмарное, новейшее вооружение. Мир дрожит. Перед почесною трибуною зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом С-300ПС. Ця система призначена для оборони важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом С-300ПС. Система призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів. Но в 2008 году круче было, потому что тогда еще и самолеты летали на новом параде. Самолетов не было. З нагоди Дня Незалежності загалом трансляцію урочистостей. Ну, наш парад подходит постепенно к концу. А что там было за вооружение из нового, которое не было при этом советским? На бронетранспортерах БТР-4Е. Вот эти вот меня потрясли. Дозор Б. Я даже не хочу расшифровывать, что такое Б. На Майдані Незалежності броньовані машини «Дозор Б». Украинские журналисты отлично знают, что они делают, рассказывая о том, что здесь такое новейшее вооружение, что армия за 2 года в такое просто превратилась, что просто это вообще мы и мечтать не могли. Сегодня Турча слушал, тот рассказывал, у нас не было вооружения. Да-да, конечно, у нас не было вооружения, армия была никакая. Главное, что люди в это верят. Я не знаю, на самом деле, кем нужно быть для того, чтобы поглощать вот эту ахинею. И для того, чтобы просто не иметь памяти о том, что было 3 года назад, 4 года назад, вот 8 лет назад. Достаточно такой запоминающийся был парад. Ну а закончить я хочу словами украинского журналиста. После проведенного праздника даже самые скептики сказали: да, это было круто.